Приветствую вас, друзья! В последнее время мне поступали предложения и просьбы снять какой-нибудь новый интересный рецепт из лаваша. И сегодня я с радостью эту просьбу выполняю. Сегодня мы печем замечательный пирог из лаваша с творогом, сыром, ветчиной на завтрак или для очень вкусного сытного перекуса из самых простых доступных ингредиентов. Досмотрите видео до конца, подпишитесь на канал и поставьте оценочки. Мне очень приятно, я очень стараюсь. Ингредиенты для нашего пирога – это 300 грамм творога, ветчина, лаваш, сахар, одно яйцо, сыр, кефир и сметана. В небольшую миску всыпаю творог и хорошенечко разминаю его вилочкой, потому что здесь есть небольшие комочки. Если хотите, чтобы пирог получился сверхнежным, очень мягким, если у вас есть время и желание, можете пропустить творог через сито. Творог можете использовать любой, на ваше усмотрение, любой жирности. Я предпочитаю сухой, 18% жирности творог. Почему? Потому что завтрак и перекус должен быть сытным. Не только вкусным, но и сытным, чтобы можно было в течение дня перекусить этот пирог и чувствовать себя прекрасно. Но вы выбираете любые ингредиенты, какие вам больше подходят. И обязательно расскажите, пожалуйста, об этом в комментариях под видео. Поделитесь вашим опытом, мне будет очень интересно узнать. К творогу отправляю 200, можно 250 грамм, добавить сметаны 20% жирности. Сюда же вливаю 200 мл кефира. Нам вполне будет достаточно одного яйца. И сахар, добавьте его по вкусу. Обязательно добавлю сюда щепоточку соли, чтобы сделать вкус этого пирога намного ярче. Прежде чем отправить сюда сыр и бекон, советую сначала все хорошенько перемешать. После этого натру сюда сыр. Нам понадобится примерно 150 грамм. Берите любой на ваше усмотрение. Я буду использовать сегодня два вида сыра. Один сыр более солоноватый, а другой для пиццы. То есть он тянется красивыми нитями в разных пирогах. Я решила сочетать эти два сыра, потому что мне очень нравится консистенция пирога, именно когда я использую их в совокупности. Если первый сорт сыра, который я использовала, он более такой твердый, то второй, смотрите, мягкий, нежный, это сыр для пиццы, чем-то похож на моцареллу. После того, как мы натерли сыр, берем 3 ломтика ветчины и нарезаем ее небольшими кубиками. После этого отправляем ее к остальной массе. Ветчина невероятно ароматная и сделает наш пирог еще вкуснее и сытнее. Здесь у нас есть сахар, я добавила его в самом начале. Если для вас это странно, покажется вам странным, непривычным, можете сахар не добавлять и добавьте в пирог только соль. Но поверьте, немножко сахара ему не навредит. Начинка у нас получается очень аппетитная, осталось добавить в нее только лаваш. Сегодня мы готовим рваный пирог из лаваша, поэтому нам понадобится примерно 2 небольших листа из лаваша, чтобы не делать начинку слишком забитой, чтобы пирог получился достаточно воздушным. Просто берем лаваш, разрываем его на небольшие кусочки и отправляем к основной начинке, к нашей основной массе. Все очень легко и просто. Этот процесс займет не более 5 минут. Прежде чем отправить пирог в духовку, то есть нашу замечательную выпечку, я советую вам дать ей настояться, для того, чтобы разбух лаваш, чтобы он впитал все эти замечательные соки, вкус сметаны, вкус кефира. Если вы отправите его в духовку сразу, пирог тоже получится вкусный, но все-таки он будет более суховатым, чем если он постоит. Тогда он будет нежным даже после остывания. Выпекать я его буду сегодня в металлической формочке, можете использовать силиконовую, тогда еще проще, вам не надо будет ее ничем смазывать. И, естественно, выпекаем мы нашу замечательную выпечку 30-35 минут при температуре 200 градусов. Ну, так как духовки у всех разные, я думаю, что время и температуру духовки вы можете отрегулировать самостоятельно. Если будут какие-нибудь вопросы, обязательно пишите об этом в комментариях. Металлическую формочку для выпекания нужно очень хорошо, обильно смазать или сливочным, или растительным маслом. И можно отправлять сюда нашу массу.
Можно все хорошенечко разровнять с помощью силиконовой лопаточки или с помощью вилочки. И после этого я натру сюда еще немного сыра. Для чего? А для того, чтобы наш пирог покрылся красивой, хрустящей сырной корочкой. Равномерно распределяю сыр по всей поверхности будущей выпечки. Как я уже сказала ранее, даю будущему пирогу постоять 10-15 минут, чтобы разбух лаваш. И отправляем вкуснятину в духовку. Пирог отлично испекся. Сначала он будет у вас слегка более высоким, но затем осядет по мере остывания. Я хочу его слегка поддеть вот так вот десертным ножом, достать из формочки, дать ему полностью остыть на решетке. Нужно действовать осторожно, чтобы он остался целеньким. Он хорошо застынет и будет исключительно держать свою форму. Пирог получается очень ароматный, невероятно нежный. Я хочу его разрезать, но стараюсь сделать это максимально аккуратно, потому что он еще чуточку тепленький и не до конца застыл. Ну, очень нежный, друзья. Посмотрите, какой он классный, какой он аппетитный. Простой пирог из лаваша, где не нужно даже выкладывать слоя, просто рваный пирог. Накрошили лаваш, все ингредиенты смешали и готово. Я надеюсь, что он вам очень понравится. Заранее желаю всем приятного аппетита! Друзья, это очень вкусно. Как говорила мне одна женщина, то есть, вернее, написала в одном из комментариев: ваш пирог из лаваша просто ум отъешь. Действительно, этот пирог тоже просто ум отъешь. Невероятно вкусный. Что касается сахара, как я вам уже сказала, хотите добавляйте, хотите нет. Мне все нравится, меня все устраивает. Очень вкусно, надеюсь, этот пирог оставит у вас замечательные впечатления. Жду ваши комментарии под видео. Увидимся очень скоро. Пока-пока.